Всем привет! Меня зовут Ольга Прилуцкая. Вы на канале Вязание это модно. В этом видео мы продолжаем дальше с вами вязать бактус крючком из Alize Diva. Тем, кому интересен этот проект, пожалуйста, посмотрите видео номер 1. Там мы разобрали первые 10 рядов схемы. Сегодня мы движемся дальше. Сегодня я буду подключать второй цвет и несколько следующих рядов вязать уже другим цветом дивы. Крючок у нас 3,5 миллиметра. Повторюсь, если кому-то интересен этот проект, то, пожалуйста, смотрите сначала первый ролик. А это у нас продолжение вязания схемы. Там вы увидите и о пряже немножко, и прям с самого начала по петельно мы начинаем прям вот с этого кружочка. И все ряды, все столбики я не отключая, провязываю вместе с вами. Это у нас такое попетельное постолбичное вязание, можно сказать, совместное вязание. И, конечно, да, этот ролик будет полезен именно самым-самым начинающим рукодельницам. Если вы более опытная вязальщица, то вы можете посмотреть схему этого бактуса у меня в разделе «Сообщество» и просто самостоятельно вязать по этой схеме. Вам не нужно сейчас сидеть и смотреть, как тут мы петелька за петелькой вяжем. Итак, делаем разбор следующего ряда. Это ряд номер 11. У нас 2 столбика с одним накидом, сюда же столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик с накидом в столбик без накида предыдущего ряда, 3 воздушные петли и сюда же столбик еще с одним накидом, 3 воздушные петли, столбик без накида прямо в центр веерочка предыдущего ряда, 3 воздушные петли и повторяется вот эта конструкция. Столбик с накидом в столбик без накида, 3 воздушные петли и сюда же столбик с накидом. И дальше идет повтор. Что у нас получается в центре? Здесь 3 воздушные петли, столбик без накида в третий столбик с накидом вот этого веерочка, 3 воздушные петли, столбик с накидом в центр, 3 воздушные петли, столбик с накидом прямо в центр. Еще 3 воздушные петли, столбик без накида, вот сюда вот в третий столбик. И дальше идет повтор вот этой стороны. Так, ну, начинаем наше вязание. Я уже присоединила цвет номер 2. Если вы вяжете однотонную, то вам как бы ничего и не нужно. Я делаю подъемные 3 петли. 1, 2, 3. И вяжу столбик с накидом. Я не повернула вязание, надо, и вяжу столбик с накидом, эти сюда вот отбрасываю ниточки и вяжу столбик с накидом сюда же вот в первый столбик. Вот это уже 2 столбика с одним накидом, и сюда же я вяжу столбик без накида. Это мы провязали вот эту вот начальную конструкцию. Вот это. Сейчас я покажу это поближе. Это мы провязали, получается, вот эту вот конструкцию. Вот это. Так, дальше. Дальше мы вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3 и столбик с накидом в столбик без накида, который идет после веерочка. Еще раз проверим. После веерочка. Да, все правильно. Столбик с накидом в столбик без накида, который идет после веерочка. Вот у нас вот этот веерочек из 3 столбиков, и вот столбик без накида предыдущего ряда, а дальше пошел следующий веерок. Вот сюда мы и вяжем столбик с одним накидом. Дальше вяжем 3 воздушные петли и сюда же столбик еще с одним накидом в этот же столбик без накида. Дальше 3 воздушные петли,
столбик без накида в центр вот этого веера. У нас здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 столбиков. И мы, значит, присоединяемся через 3. Через 3 вот сюда присоединяемся в центр и вяжем столбик без накида. Дальше 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И столбик с накидом вот в этот столбик без накида между веерочками. Вот сюда. Дальше 3 воздушные петли. Столбик с накидом сюда же, в этот столбик без накида. Дальше 3 воздушные петли. Столбик без накида в центр веера, пропустив 3 столбика вот сюда в самый центр. Столбик без накида. Вот что у нас получается. И продолжаем. 3 воздушные петли. Столбик с накидом вот сюда, между веерочками, вот в этот столбик без накида. Дальше 3 воздушные петли. И сюда же столбик еще с одним накидом. 3 воздушные петли. Столбик без накида в центр веера. 3 воздушные петли. Столбик с накидом в столбик без накида. Вот сюда между веерочками. Дальше 3 воздушные петли. И столбик с накидом еще сюда же. Вот. 3 воздушные петли. В центр следующего веера столбик без накида. 3 воздушные петли. В промежуток между веерами, вот в этот столбик без накида, столбик с одним накидом, 3 воздушные петли и еще столбик с одним накидом. Мы подбираемся к центру. Делаем 3 воздушные петли. Здесь у нас через 2 столбика, 1, 2 столбика, делаем прикрепление столбиком без накида вот сюда. Вот так. Дальше делаем 3 воздушные петли. И в центральный столбик, их здесь у нас 7. 1, 2, 3. Вот четвертый, он как бы центральный. Мы делаем столбик с накидом, вот эту всю нашу конструкцию мы делаем вот сюда. Столбик с накидом, 3 воздушные петли. Еще один столбик с накидом. 3 воздушные петли. И столбик без накида во второй столбик с края, вот в этот, вот сюда. Дальше 3 воздушные петли. И повторяем все по этой стороне. То есть вот сюда в выемку между веерами мы вяжем нашу конструкцию столбик с накидом, 3 воздушные петли, столбик с накидом, 3 воздушные петли, столбик без накида в центр веера, 3 воздушные петли, столбик с накидом между веерами, 3 воздушные петли, столбик с накидом сюда же, 3 воздушные петли, столбик без накида в центр веера, 3 воздушные петли, столбик с накидом между веерами, в столбик без накида предыдущего ряда, 3 воздушные петли. И сюда же еще один столбик с накидом. Эта конструкция у нас весь ряд повторяется. Снова 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик с накидом,
3 воздушные петли. И сюда же столбик еще с одним накидом. Сорвалось. Три воздушные петли, столбик без накида в центр, 3 воздушные петли, конструкция вот в эту выемку между веерочками, столбик с накидом, 3 воздушные петли и столбик с накидом. Мы подбираемся к самому кончику ряда, и у нас здесь получается 3 воздушные петли. В последний столбик этого ряда, вот сюда, вот между столбиками, вот в эту арочку, мы вяжем столбик без накида, и сюда же 2 столбика с одним накидом, первый и второй. 11 ряд у нас закончен. Можно поставить отметочку. Сейчас я возьму карандаш. Это был ряд номер 11. Ряд номер 12. Начало ряда. 3 столбика с одним накидом в одну воздушную петлю, точнее говоря, в первый столбик. Дальше у нас идет 2 воздушные петли, столбик без накида, 2 воздушные петли и конструкция. Конструкция из пышных столбиков. Пышный столбик, воздушная петля, пышный столбик, воздушная петля, пышный столбик. Вот таким образом. И вся эта конструкция провязывается в наши 3 воздушные петли между столбиками с накидом предыдущего ряда. Дальше 2 воздушные петли, столбик без накида, 2 воздушные петли, и повторяется конструкция из пышных столбиков. Приступаем, поворачиваем работу на другую сторону. Три воздушные петли подъема. Так, 1, 2, 3. Сюда же столбик с накидом. И сюда же столбик еще тоже с накидом. Итого у нас 3 столбика с накидом. Дальше 2 воздушные петли, столбик без накида в столбик без накида предыдущего ряда, вот сюда. Вот он у нас столбик без накида, и сюда же мы вяжем столбик без накида. Дальше 2 воздушные петли, и пошла конструкция из пышных столбиков вот в эту арку. Столбики с одним накидом. Мы вводим крючок, провязываем одну петлю, 2 петли точнее, делаем накид, вводим еще раз крючок. Теперь у нас на крючке 4 петли, 2 мы провязываем, теперь 3 остаются. Делаем накид, вводим крючок, провязываем 2 первые петли, теперь у нас на крючке 4. Теперь вот эти все 4 мы провязываем вместе одной. Вот у нас готов первый пышный столбик, и мы делаем воздушную петлю. Теперь на примере второго я покажу еще раз, как это делается. Дальше буду провязывать побыстрее. Но в конце, точнее говоря, в конце, в верхнем углу, вот здесь вот есть 3 точки, и вы всегда можете установить ту скорость, которая вам нужна. То есть поставить так, как вам удобно смотреть. И все разглядите. Следующий пышный столбик, накид, ввожу крючок, вывожу петлю и 2 первые провязываю. Эти 2 оставляю. Накид, ввожу крючок, поддеваю петлю, 2 первые провязываю. На крючке 3 петли. Накид, ввожу крючок, 2 первые провязываю. На крючке 4. Все вместе провязываю и делаю воздушную петлю. Это второй пышный столбик. Снова накид, вытаскиваю петлю, 2 провязываю, на крючке 2. Накид, ввожу крючок, 2 первые провязываю, на крючке 3. Накид, вытаскиваю петлю, 2 первые провязываю, на крючке 4. Все вместе. И петля. Вот мы провязали вот эту вот
конструкцию. Эту петлю, вот эту последнюю петлю, желательно немножко подтянуть, чтобы она вот тут, вот эта петелька затянулась, не была расхлябанная. Что мы делаем дальше? Мы вяжем 2 воздушные петли, столбик без накида в столбик без накида и еще 2 воздушные петли и повторяем конструкцию из пышных столбиков. 2 воздушные петли, столбик без накида вот в этот столбик без накида предыдущего ряда, 2 воздушные петли и повторяем конструкцию из пышных столбиков вот в эту арку. Накид и повторяем конструкцию. Первый, второй, третий, вместе петля. Снова первый, второй, третий, 4 петли вместе, петля и еще один пышный столбик, 2, вытаскиваем 2, провязываем, вытаскиваем петлю, 2 провязываем, на крючке 4 петли, все вместе провязываем, петля, подтягиваем, 2 воздушные петли, столбик без накида в столбик предыдущего ряда, 2 петли, конструкция из пышных столбиков вот в эту арку. Первый, второй, третий, вместе петля, первый, второй, третий, вместе петля и еще раз первый, второй, третий, вместе петля, подтянули, 2 воздушные петли, столбик без накида в столбик без накида предыдущего ряда, 2 воздушные петли, пышные столбики в арочку, первый, второй, третий, вместе петля. Сюда нужно будет еще 2 пышных столбика. Что сейчас мы с вами сделаем? Сейчас у нас идет вот таким образом. Сюда конструкция из пышных столбиков, потом 2 воздушные петли, сюда столбик без накида, потом 2 воздушные петли, вот сюда конструкция из пышных столбиков. И после этого мы давайте с вами встретимся. В общем, мы сейчас самостоятельно вяжем. Заканчиваем вот здесь конструкцию из 3 пышных столбиков, вот как здесь. Сюда вяжем столбик с накидом, столбик без накида через 2 воздушные петли. И сюда еще такую же конструкцию. Встречаемся. Вот я провязала 3 пышных столбика. И продолжаем вязать дальше. Дальше у нас 2 воздушные петли, столбик без накида над столбиком без накида, еще 2 воздушные петли, и мы приближаемся к центру. В центре у нас вот такая арочка, и в нее мы вяжем уже не 3 вот таких пышных столбика, а 5 пышных столбиков. Все то же самое, но только в центр у нас идет 5 пышных столбиков. Второй, третий, вместе петля, сюда же первый, второй, третий, вместе петля, сюда же первый, второй, третий, вместе петля. Подвигаю немножко их в петле, потому что у меня как бы получается, что как будто не хватает места еще для 2 пышных столбиков.
Я подвигаю, освобождаю. Первый, второй, третий, вместе петля. Это был четвертый. Первый, второй, третий, вместе петля. Мы закончили эту конструкцию. По этой стороне бактуса у нас идет повтор. Повтор. 2 петли, столбик без накида над столбиком без накида, 2 петли, и вот сюда конструкция из пышных столбиков. Я думаю, что с этим мы справимся самостоятельно и встретимся ближе к концу, чтобы завершить вместе ряд. Тут как бы все понятно. В арочку мы вяжем группу из пышных столбиков, потом делаем 2 воздушные петли, сюда прикрепляемся столбиком без накида, делаем еще 2 воздушные петли и в следующую арку снова вяжем конструкцию из пышных столбиков. В центре у нас получился вот такой красивый веер. Вяжем самостоятельно, встретимся в конце. Давайте встретимся вот на этом моменте, когда в последней арке свяжем группу из пышных столбиков. Вот здесь последняя арочка, свяжем группу и заканчивать будем вместе. Итак, я связала вот в эту арку, в последнюю, конструкцию из пышных столбиков. Дальше у нас идет окончание ряда. Это 2 воздушные петли, столбик без накида вот сюда, в столбик без накида предыдущего ряда. Дальше 2 воздушные петли и 3 столбика с накидом вот сюда, в самый кончик. Можно их сделать в петлю, а можно в арку. Я буду делать в арочку между столбиками. Первый, второй и третий. Это то, с чего мы начинали. Мы начинали также с 3 столбиков с накидом. Вот мы закончили ряд. Здесь у меня кончики, я их потом буду прятать. Отмечаем, что ряд у нас готов. И следующий ряд у нас очень похож на ряд, который мы вязали до этого ряда. До ряда с пышными столбиками. 2 столбика с накидом. Столбик без накида. Все сюда же. В первый столбик предыдущего ряда. 3 воздушные петли. И конструкция в столбик без накида. Столбик с накидом, 3 воздушные петли, столбик с накидом. 3 воздушные петли, столбик без накида в верхушку пышного столбика предыдущего ряда. 3 воздушные петли и повтор. Очень легкий ряд. Мы поворачиваем работу на другую сторону. Я делаю 3 петли подъема. Вяжу столбик с накидом сюда же, в этот же первый столбик. И сюда же столбик без накида. Затем 3 воздушные петли и столбик с накидом, столбик без накида предыдущего ряда. 3 воздушные петли и сюда же еще столбик с одним накидом. Дальше 3 воздушные петли и столбик без накида вот сюда, в макушку предыдущего ряда. У нас вот здесь 3 столбика с пышным, так вот сюда, вот в середину, во второй столбик, вот сюда, в середину, во второй столбик, столбик без накида, вот так. Дальше 3 воздушные петли и в столбик без накида конструкция столбик с накидом, 3 воздушные петли и столбик с накидом. Дальше 3 воздушные петли, столбик без накидом в верхушку пышного столбика. Я не делаю вот за эту петельку, потому что, на мой взгляд, он как-то смещается немного в ту сторону. Я делаю вот в эту вот в маленькую петельку. Вот здесь он, на мой взгляд, вот посередине. Столбик без накида, вот так. Потом 3 воздушные петли,
Сюда столбик с накидом, 3 воздушные петли и сюда же столбик еще с одним накидом. Вот так. Дальше 3 воздушные петли, столбик без накида в макушку, 3 воздушные петли, столбик с накидом в столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик с накидом, 3 воздушные петли, столбик без накида в макушку пышного столбика, 3 воздушные петли, вот сюда конструкция, столбик с накидом, 3 воздушные петли и столбик с накидом. Дальше 3 воздушные петли, столбик без накида в макушку пышного столбика, 3 воздушные петли, сюда вот конструкция, столбик с накидом, 3 воздушные петли и столбик с накидом. Дальше мы подходим к центру, смотрим, что у нас в центре. В центре у нас 3 воздушные петли, столбик без накида во второй пышный. 1, 2, 3. Столбик без накида во второй пышный столбик. Во второй, у нас здесь их 5, во второй столбик без накида. Дальше 3 воздушные петли. И в центральный, в третий пышный столбик, конструкция, столбик с накидом, 3 воздушные петли и столбик с накидом сюда же, в третий пышный столбик. Дальше 3 воздушные петли, столбик без накида вот во второй с краю пышный столбик. Я делаю в маленькую петлю. Дальше 3 воздушные петли. И вот после этого большого веера вот здесь столбик без накида, и в него идет конструкция. Столбик с накидом, 3 воздушные петли, столбик с накидом. Вот мы провязали. Сейчас у нас идет повтор по этой стороне бактуса. Я думаю, мы справимся самостоятельно. У нас всего лишь столбик без накида в центральный пышный. И вот сюда мы вяжем конструкцию. 2 столбика с накидом, между ними 3 воздушные петли. И встретимся с вами в конце ряда, когда вот сюда, вот в этот последний столбик без накида, провяжем конструкцию. 2 столбика с накидом и между ними 3 воздушные петли. И будем заканчивать ряд. Ну что ж, у меня готова конструкция. Вот здесь вот в последнем столбике без накида столбик с накидом, 3 воздушные петли, столбик с накидом. Дальше я вяжу 3 воздушные петли и в последний столбик ряда вот сюда я вяжу в промежуток между двумя последними столбик без накида и 2 столбика с одним накидом. Первый и второй. Все, ряд у нас закончен. Можно его отметить. У меня уже пошел переход цвета, как вы заметили. То есть из бежевого он уже пошел в коричневый. Разбираем следующий ряд. Следующий ряд. В первый столбик с накидом предыдущего ряда у нас 1, 2, 3, 4, 5 аж столбиков. Дальше столбик без накида. Дальше веер. Веер вяжется вот сюда, в эту арочку из 3 воздушных петель. И в веере у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 столбиков с одним накидом.
потом столбик без накида, 10 с накидом, столбик без накида, 10 с накидом. Тоже очень легкий ряд. Главное, вместе начнем, немножко вместе провяжем до середины и следующую сторону опять самостоятельно. Так, 5 столбиков с одним накидом в первый. Первый я заменяю подъемом, 3 воздушные петли, это первый столбик. Сюда же я вяжу второй. Сюда же я вяжу третий, четвертый и пятый. Дальше столбик без накидов, столбик без накида предыдущего ряда. Вот он у нас. Дальше идет веер. Вот сюда в арку из 3 петель веер, 10 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Веер закончен. Вяжем столбик без накида над столбиком без накида. Вот сюда, вот где у нас были пышные столбики, здесь стоит столбик, и в него же вяжем столбик без накида. И следующий веер. Следующий веер в арку вот из 3 петель между двумя столбиками, которые. Сюда вяжем 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В чем будет заключаться дальше наше вязание? Столбик без накида вот сюда, над столбиком без накида предыдущего ряда, над пышными веерочками вот здесь вот. Дальше вот в эту в конструкцию, вот сюда в арку, веер из 10. Опять над столбиками, над пышными, столбик без накида, в арку веер из 10. И встретимся с вами, когда провяжем. Я провяжу вот сюда последний веер. Вот это у нас центр. Вот у нас центр. Вот так у нас выглядит центр. Я провяжу вот в эту арку последний веер, а дальше мы центр будем вязать вместе. Я связала последний веер перед центральным. И что мы видим здесь в центре? Дальше у нас идет столбик без накида, над столбиком без накида. И вот в эту в самую центральную арку, вот здесь вот у нас, которая прям в самом центре в кончике, у нас идут аж 3 веера. Первый у нас 1, 2, 3, 4, 5. Второй 1, 2, 3, 4, 5. 3 веера по 5 столбиков с одним накидом. Итого у нас получается в эту арку 15 столбиков. И веера расположены так, что каждый из них связан в петельку. То есть у нас же здесь 3 петли в центре. То есть в первую нам нужно связать веер из 5, во вторую и в третью. Итак, после вот этого веера мы вяжем столбик без накида над столбиком без накида предыдущего ряда, вот сюда. И дальше начинаем вязать веера в самый кончик. Вот это самый наш кончик. И вот сюда в первую петлю, у нас здесь всего 3 петли, в первую петлю мы вяжем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2. Я думаю, что в принципе, наверное, можно было бы связать просто 15 столбиков с одним накидом в эти 3. Но вот по схеме показано так, что вяжется в каждую петлю группа из 5. Вот 5 я связала в первую петлю, теперь во вторую петлю я буду вязать 5
Кстати говоря, это делать не совсем удобно, потому что петли... Знаете что, друзья, я просто свяжу в эту арку 15. Попробуйте, может быть, вам будет удобно из петель, но мне вот неудобно. Я вот в эту просто арку сейчас свяжу 15 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот таким образом. Теперь столбик без накида над столбиком без накида. И продолжаем вязать так же, как мы вязали другую сторону бактуса. То есть вот сюда веер из 10, сюда столбик без накида, сюда веер из 10. Встретимся в конце ряда, когда я свяжу веер вот в последнюю вот эту вот конструкцию, вот сюда, в арочку. Заканчивать будем вместе. Я связала веер из 10 столбиков с накидом в последнюю арку. Дальше я вяжу столбик без накида над столбиком без накида предыдущего ряда. И 5 столбиков с накидом в последний столбик предыдущего ряда. Я вяжу его между последним и предпоследним. Вот сюда, вот такую как между столбиками. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Ряд закончен. Вот такая у нас сегодня получилась конструкция. Мы разобрали сегодня еще 4 ряда. 10 рядов мы разобрали в предыдущем видео и 4 в этом. Двигаемся теперь более медленно, потому что ряды все увеличиваются. Но нам осталось не так много, и самые сложные ряды мы уже разобрали. Это ряды с пышными столбиками, ряды с веерочками. Дальше у нас пойдут ряды только со столбиками с накидом и с воздушными петлями между ними. И раппорт будет закончен. На этом, друзья, все, чем я хотела бы с вами сегодня поделиться. Очень надеюсь, что была полезна самым начинающим рукодельницам. До встречи в следующих видео. Всем пока-пока. С вами была Ольга Прилуцкая. До новых встреч.